Привет, народ! Сегодня мы продолжаем, как я думаю, по превьюхе было понятно, продолжаем Elder Scrolls. Сегодня у нас начинается масштабная локация под названием Тинитопь. Будем потихоньку проходить. Думаю, выпуска за 3-4, как и предыдущие локации, пройдем. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. И будем продолжать. В общем, приятного просмотра. Будем начинать. Сейчас только у меня на контроле трансляция, а надо переключить на ESO. Вот. Совсем другое дело. Список сброса характеристик. Ладно, пригодится. Так. А еще, по-моему, я в коллекции выбил мне шапочку. Мне интересно, как наш главный герой будет выглядеть с этой шапочкой. Оба. Ну, ему идет. Ему идет. Будет уже 50-й левел. Соберем. Сообщение для гильдии изменено. Путь в Тинитопь. Поговорить с вице-каноником Хродгаром в Стормхолде. Ну, отправляемся в Стормхолд. Деньги есть? Есть. Конячку прокачаем немножко. Так, переносимый вес. Одну секунду. Я на ревущие пламя. Ага, нету денег. Они город построили на Элейтских руинах, походу. Ну да, ладно. Так, ты только что прибыл в Стормхолд. Как вице-каноник, ответственный за прием посетителей сегодня, я должен предупредить тебя об убийце, разгуливающем по нашему прекрасному городу. Не сходи с дороги и не путешествуй в одиночку и так далее. Так, Гантис отправил меня сюда разобраться с этими убийствами. А, он упомянул о гонораре, который он получит за то, что нашел тебя и отправил на болото. Конечно, нет. Поскольку он этого не сделал, я отдам его гонорар тебе. Передай золото ему, когда встретишь его в следующий раз. Или пусти его на покупку пары водонепроницаемых сапог. 65 монет аж. Ох, ебать, спасибо. Так, 3 убийства, и Стормхолд закипел, как
папашина уха в котелке. Темные эльфы обвиняют во всем аргониан, которые были у них в рабстве до создания пакта. Я скучаю по денькам, когда раздавал им пинки под зад. А теперь я должен эти задницы целовать. Есть какие-то зацепки? Впервые слышу такой вопрос от незнакомца. Прикидываешься ищейкой, да? Я бы не сомневался в страже Стормхолда в случае осады, но с этими убийствами они топчутся на одном месте. Мы щедро заплатим, если ты найдешь убийцу. Так, из чего мне начинать? Вот список семей жертв. Выясни, что им известно об убийствах их родственников. Я даже рад, что стража так и не занялась этим делом. Как говорил мой сын, мамонты не танцуют. Ладно, будет сделано. Дендрас Индалор, скорее всего, у себя дома. Етис Амабар работает в кузнице. А Тирил Алор, наверное, в гильдии магов. Лучше зажми нос, когда будешь разговаривать с ним. А почему их не опросила стража? Не так давно... Прошу прощения. Не так давно аргониане Стормхолда были рабами местных темных эльфов. Два других вице-каноника пытаются прекратить вражду, но дело движется медленно, когда никто не доверяет страже. Почему это мешает страже делать свою работу? В последнее время пропало несколько аргониан. До нас доходили грязные слухи о данмерах-работорговцах в городе. Ложь, разумеется. Затем стали появляться трупы. Все темные эльфы. Снова слухи на этот раз о том, что темные ящеры начали истреблять данверов. Чуть было не поднялся бунт. Кто такие темные ящеры? Боль в заднице. Вооруженная группа аргониан, скрывающихся в болотах и убивающих врагов своего народа. Сильнее раздразнить темных эльфов можно разве что сожжением портрета Алмалексии. Понятно. Ну, идем опрашивать. Один из них у нас здесь как раз. Иди дальше, незнакомец. На светскую беседу у меня не хватит терпения. Я здесь по поводу убийства. Наконец-то вице-каноники занялись своей работой. Тело Арилена хранится в морге. Я не могу даже увидеть его, не говоря уже о похоронах. К чему эти нелепые задержки? Думак, побери этот злосчастный город. Кто мог желать зла Арилену? Темные ящеры. Ну, конечно, темные ящеры. Во всем виноваты темные ящеры. Я не расист, однако считаю, что мир станет лучше без этих чешуйчатых ничтожеств. Понятно. Не расист, но мне они не нравятся. Так, ладно, пойдем опросим остальных. Опа, тут у нас еще этот. Мамушок. Как нам к нему подобраться? Наверное, сверху. Так, надо еще вспомнить, как играть этим персонажем в целом. И тут у нас, по-моему, есть гильдия воров. Только вот вход в ебенях. А, не, есть вход за банком. Отлично. Вот туда сейчас направимся, продадим награбленное.
которое мы награбили. Ну, логично, в принципе. Так, награбленного у нас достаточно. И карту тоже продадим, не надо она нам. Там все равно ни хера интересного не выпадает. Так, где у нас скупщик краденого? Привет, мужик. Спасибо. До свидания. Так, ну и теперь пойдем опрашивать остальных. Прости мне мои слезы. Я только потерял свою жену и... Извини, чем могу служить? Ты можешь рассказать мне о своей жене? Мы с Рони всегда верили в пакт. Мы пришли сюда, чтобы построить лучшую жизнь с органианами и нордами. Некоторые из моих родичей винят во всем темных ящеров. Но что им даст ее смерть? Мы ко всем относимся одинаково, бессмыслица какая-то. Вице-каноник попросил меня расследовать ее смерть. Хвала богам. Она в морге, который они держат закрытым. Но эти замки делала Эрони, поэтому у меня есть ключ. А как, блядь, хитро. Вот, возьми, пожалуйста, выясни, кто сделал это. Не позволяй ей стать символом движения против пакта. Да кто-то просто тупо расшатывает ситуацию. Так, а ну ты что расскажешь? Тебя послала Сейна, да? Ну, конечно. Не может быть мне спокойно... не может дать мне спокойно оплакивать моего брата. Каждые полчаса посылает кого-нибудь, чтобы проведать меня. Да я расследую убийство, чувак, не кипиши. Решили наконец-то заняться смертью моего брата? Нет, я понимаю. Уверен, у тебя с твоими дружками-вице-канониками были более важные дела, чем выполнять свою работу. Нелдин не был самой яркой звездой на небе, но он этого не заслужил. Хоть кто мог хотеть причинить ему вред? Почти весь Стормхолд. Налдин по уши увяз в долгах. А еще он часто дрался с ящерицами. Если это сделали не темные ящеры, то только потому, что кто-то оказался быстрее. О как. А теперь идем в морг осматривать тела. Брательник бы был рад. Хе-хе-хе. Так, тело Эрони Амабар. Похоже, тело и одежда Эрони обуглены. Запись шамана могут пролить свет на то, что произошло. А ну ж. Первоначальный осмотр показал, что объект умер от жара или пламени, но ожоги не выходят за пределы поверхности кожи. Чем они были вызваны, это явно неестественное пламя. Объект имеет рану на груди, чистый точный разрез. После обращения в местную гильдию магов стало известно, что данная комбинация ран и неизвестна здешним ученым. Так, Налдин Индалор. Почти не повреждено, но записи шамана могут рассказать больше.
Объект умер от одиночной раны в сердце. Удар чистый и точный. Видимых признаков борьбы нет. Я заметил небольшой разрез довольно близко к смертельной ране. Полагаю, он был сделан после смерти объекта. О как. Так. И третье тело. Беглый осмотр показывает, что Арилену перерезали горло. Возможно, заметки шамана помогут разобраться в этом деле. А ну ж. Объект умер от аккуратного разреза на горле. Разрез пролегает очень глубоко. Перерезаны голосовые связки и вена. Следов борьбы на теле не обнаружено. На груди виден небольшой аккуратный разрез, который был сделан после смерти объекта. То есть у них у всех на груди одинаковые разрезы. А пойдем. Что ты мне расскажешь? Меня прислал Гести Самобар. У меня есть сведения о его жене Эроне. О, что-то не так? Гетис видел Эроне живой. Он заметил, как она вошла в их дом на другой стороне Стормхолда. Он попросил тебя встретиться с ним как можно скорее. Ну, погнали нах. Сейчас только книжечки почитаю. О, портняшку подняли трошки. Опа. Хвала Вивеку, Алва нашла тебя. Что бы ни было в моем доме, это не моя жена. Что произошло? Эрони, моя Эрони, ее больше нет, я знаю это, но когда я увидел ее входящую в наш дом, я должен был узнать, как она вернулась. Вот тогда она и ударила меня. Если бы этот Арганян не встал между нами, она бы прикончила меня. Арганянин? Какой? Я не знаю, он пытался спасти мою жизнь. Они все еще сражались, когда я выбрался за дверь. Они оба такие быстрые. Пожалуйста, помоги ему избавиться от этой самозванки. В моем доме. Не беспокойся обо мне. Вскоре я увижу настоящую Иронию. Окей, сделаю, что смогу. Тело Арганянина еще теплое, оно покрыто множеством порезов и ожогов. Осторожно осмотрев его одежду, вы находите потайной карман, в котором лежит небольшой дневник. Запись 441. 3 темных эльфа убиты в Стормхолде, и ходят слухи, что это наша работа. Абсурд. Мать ночи никому из них не даровала своего зова. Я вернусь в Анклав, когда выясню, кто стоит за этим. Запись 442. Только что наблюдал, как Эрони Амавар вошла в свой дом. Но это невозможно, ее тело покоится в морге. Надо узнать, что нужно этому существу и почему у него лицо покойницы. Скандалы, интриги, расследования. Так, поговорить с вице-каноником Хейтамир. А, господи, вот он ты. Так, стоп, у меня висит выполненное какого-то хера золотое стремление. Но я не могу, типа, понять, почему оно висит у меня. Можно никакого задания не закреплять? И вот это, конечно, я бы с радостью сдал. Так, реликвии это понятно. Достижения.
тоже неинтересно. Список лидеров. Список лидеров. Ну да ладно. Так, ну, побазарим. Вице-каноник Хрондар плохо себя чувствует. Он сообщил мне, что ты помогал нам с недавними проблемами. Удалось продвинуться в поисках убийцы. Ну, судя по тому, что я выяснил, кто-то хочет ложно обвинить в убийствах темных ящеров. Тогда мы сможем сосредоточить наши усилия на чем-то еще. Многие, несмотря ни на что, будут обвинять темных ящеров. Но сейчас не время искать козлов отпущения. Боюсь, что истинный преступник ударит снова. Хоть и надеюсь, что ошибаюсь. Так, но сдадим мы тебе задание уже под действием свиточка. Так, извиняюсь. Когда я сказала, что ему не здоровится, это была не совсем правда. Вице-каноник пропал, и я боюсь, что это дело рук нашего убийцы. Поэтому вице-каноник Сервина и я просим сделать тебе все возможное, чтобы вице-каноник Хрондар вернулся к нам живым. И что я могу сделать? Слушает воду одна из наших рыбок, наши глаза и уши. Когда у него есть срочная информация, да для вице-каноника он подает сигнал. Мы получили его сигнал совсем недавно. Будь тих и быстр, как ручей. Слушает воду, ждет. Поговори с ним от нашего имени. Где мне его искать? Ищи глинобитные хижины. Не зови его по имени, а то он может подумать, что ты сборщик долгов. Не привлекай к себе внимания. Если слушает воду, знает, куда он пропал, куда пропал вице-каноник Хрондар, иди по его следу до самого конца. Окей, я узнаю, что ему известно. Ну, идем к слушает воду. А слушает воду уже ничего не слушает. Так, Арганянин в этой хижине был убит совсем недавно, его тело еще не остыло. Его плоть выглядит обугленной, совсем как тело Эрони Амабар. Характер ран тоже идентичен. Осмотримся в поисках записей. Так, наблюдение слушает воду. Закладкой для этих страниц служил ключ. Запись 1. Сегодня я попытался поговорить с Карнакусом, но он, похоже, не узнал меня и даже не пожелал со мной разговаривать. Мы братья по кладке, наши пути разошлись, но наша связь никогда не разрывалась. Запись 2. Я заметил, как Карнакус входил в старые руины Сильянорн и выходил оттуда. И остальные тоже, но эти руины давным-давно заброшены. Мне нужно найти путь внутрь. Запись 3. Мне удалось найти ключ, но один из арганиан, которого я вчера видел возле руин, что-то подозревает. Мой девиз — осторожность. Попробуем завтра. И запись 4. Увидел, как Карнакус и двое других затащили в руины человека с мешками на голове. Но я узнал его по броне. Это вице-каноник Хрондар. Подал сигнал остальным вице-каноникам. Для меня это уже чересчур. А вот и убийца. Ах ты кошатина. Хвостатый. Так, кто, где, кому?
Идем в руины Сильянорн. Сильянорн, да. И посмотрим, куда уводили людей с мешками на голове. Ну, мы-то знаем, куда уводили людей с мешками на голове. И вообще, зачем уводят людей с мешками на голове. Правильно? Правильно. Так, налево пойдешь, пистолет гребешь. Поэтому пойдем направо, посмотрим, что тут. Ни черта. Идем налево. Здорово. Хоть. Следующий. Тут вовсю Доминион отдыхает. Капитан Велия. А вот и Хрондер. Шторовы кости, как я рад тебя видеть. Доминион прямо у нас под носом, проныры проклятые. Я должен предупредить Сервину и Хейтумин. Скорее освободи меня. Ты в порядке? Да, но я тут меньше суток. Другие жители Стормхолда провели здесь гораздо больше времени, они в соседних альковах. Я отвлеку этих доминионских теплолюбов. Это даст тебе время, чтобы освободить узников. Встретимся на поверхности. Окей. Погнали освобождать узников. Их у нас 4 человека. Тікай звідси. Зацепка. А мы все равно сейчас не занимаемся поисками. Пофиг. Все, всех освободили, идем к вице-канонику.
А где мы вышли? А, это же этот, морг. Боги, как же хорошо рубить им глотки топором. Судя по бегущим пленникам, полагаю, у тебя тоже есть повод гордиться. Ты всех освободил. Да, они в безопасности. Ты как, в порядке? Мне было бы гораздо лучше, если бы проклятые руины под моими ногами не кишели солдатами Доминиона. Мы отправим туда стражу, пока не прибудут подкрепления, чтобы их зачистить. Благодаря тебе город выстоял. Стормхолд у тебя в долгу. И мне дали тяжелую кирасу. Если Доминион отправит большие силы, чтобы проникнуть в Стормхолд... Ага, если Доминион отправил большие силы, чтобы проникнуть в Стормхолд, у них должен быть лагерь где-то в Тенитопе. Пришло время сразиться с ними. Так, и где они могут быть? Тенмаур-Волк — это доэдрические руины к юго-востоку отсюда. Они достаточно велики, чтобы скрыть там значительные силы противника. И достаточно близки, чтобы доставлять неприятности Стормхолду. Кроме того, разведчики сообщают о признаках активности внутри. Я отправлю туда целое войско, не хочу рисковать. Нужна помощь? Ты освободил меня из лап Доминиона, не дав этим перевертышам-молокососам убить меня и нацепить мое лицо. Конечно же, я не откажусь от твоей помощи. Отправляйся в Тенмаур-Волк, встретимся там. Держи наготове свои клинки, я дам тебе возможность порезвиться с Доминионом. Хе-хе, ну до встречи, встретимся там, чувак. Вот, так, напяливаемся. Так, а куда? Вот туда, 500 метров. Поскакали. Вражеский лагерь какой-то. Где тут? Ага, вижу. Блять, пока обойдете, меня уже здесь не будет. До свидания. Интересно, камушек. Ну да ладно. У нас где-то книжечка. Книженция, вот. Ну, это чисто для галочки собираем. Так-то они мне не надо. Хотя, может, прокачаю, когда гильдию магов. Так, и телепорт заберем. Так, как раз вовремя. У нас тут настоящий бардак. Даже собака после целой головки сыра не может такое устроить. Что произошло? Мы попали в засаду Доминиона. Мне стыдно в этом признаться, но они нас разгромили. Как они, Обливион побери, узнали о нашем плане? По крайней мере, мы узнали, где они. Пусть даже, чтобы вытащить их оттуда, придется поработать топором. Наша атака обернулась катастрофой. Другие вице-каноники согласились держать наши силы вместе.
Так и знал, что стоит мне только отвернуться, как они что-то выкинут. Если бы на их спинах не держался Тормхолд, я бы сварил из них уху. Другие? Здесь все вице-каноники? Это настоящий бардак. Если им хватило ума, они заняли оборонительную позицию. Мои разведчики обнаружили пещеру в руинах. Прежде чем я вернусь к своему полку, я отдам приказ начать штурм. Мне нужно, чтобы кто-то прорвался через вражескую линию и подтвердил, что они все еще живы. Окей. Вход в пещеру находится прямо в центре руин. Доминион охраняет его лучше, чем высокие эльфы свои задницы. Возможно, придется снести несколько голов, чтобы пройти внутрь. А зачем здесь все каноники? Каждый из нас думает, что умнее других. Нет, это просто политика. Тот, кто окажется позади, будет неудел, поэтому все мы забрались в эту грязь. Будь проклята политика, в следующий раз мы будем тянуть жребий. Кто из нас останется в сухости в Стормхолде? А как вы вообще разделились? Когда мы попали в засаду Доминиона, они приложили все усилия, чтобы разделить наши силы. Если Хейтамин и Сервина хоть что-то мыслят в сражениях, они поймут, что им лучше держаться подальше. Ну, понятно. Погнали. Погнали резать высоких эльфов и каджитов. Так, пага разрядилась. Непорядок, непорядок. Так. Какого хуя вы тут пиритесь? Как тебе удалось найти нас, если ты не похититель облика? Покажи, что у тебя в руках ничего нет. Но от тебя не пахнет смертью. Возможно, ты то, чем кажешься. Тебе остается только рассказать, почему ты здесь. Тавасов ищет Хрондер. Он все еще с нами. Ему везет, как Каджиту в заброшенной рыбной лавке. Чего хочет Хрондер? Если сказать, что он был прав по поводу того, что лучше держаться вместе, пусть утопится в болоте. Он собирается пробиться сюда и спасти вас. Нас не надо спасать. Хрондер должен понять, что мы приманка в очередной ловушке Доминиона. Скажи ему, что я не допущу этой бесполезной театральщины ради нас. Окей, каков тогда ваш план? Вице-каноник Хрондер всегда со своим полком. Если ты найдешь полк, то найдешь и его самого. Скажи ему отменить нападение, пока Доминион не разбил его на голову. Ему не стоит рисковать своими солдатами ради того, чтобы спасти то малое, что осталось от наших сил. Окей, предупрежу его. Если Хрондер пошлет за подкреплениями, ему хватит солдат, чтобы очистить руины от этих навозных червей Доминиона. Мы сможем продержаться до того момента. Здесь славное место для сражения, когда хвост приперт к стене. Так, по внешним признакам это мертвый солдат. Похоже, входил в войско, которым командовал Хрондер. Его кожа слегка обуглена, как и у других жертв похитителей облика. Опа. При осмотре тела вы находите маленький треснувший флакон. Он разбивается, проливая содержимое вам на кожу. Ты не похож на других. Советую держаться за свое лицо. Оно тебе подходит. Ух ты, ух ты. А ты кто, женщина? Хорошо.
Мадин. Они вылезли из-под земли. Я видел, как они утащили других. Скажи, что произошло. Мы готовились напасть на пещеру, когда один из солдат ударил меня в спину. Когда я упал, то увидел, что мои солдаты сражаются друг с другом. Эти похитители облика носили личины наших друзей, чтобы предать нас изнутри. Как думаешь, у них сейчас есть мой облик? Ты остался один? Нет, у Кацей остался жив. Они сбили его с ног и утащили к алтарю, как кусок мяса. Не позволим похитить его облик. А где Хрондар? И не узнали мы, где Хрондар. Ну и ладно, идем искать дальше. Что у нас тут? А тут у нас алтарь с УКЦМ. Скорее развяжи меня, пока они не вернулись. О ком ты? Об этой сумасшедшей эльфийке. Она пыталась вспороть мне грудь, но я оттолкнул ее от алтаря. Она сказала, что вернется с тупым ножом, чтобы все это продлилось подольше. Подожди, я чую ее. Освободи меня, не дай ей похитить мой облик. Окей. О, это босс-файт был. Какое безумие. Солдаты погибли, думая, что были преданы своими. Хотел бы я скормить этих похитителей облика Мамасу с диареей. Фу, бля. Незадолго до нападения вице-каноник Хрондар вышел в сопровождении стражи. Если они были похитителями, он сейчас в серьезной опасности. Как его найти? Я не только лучший разведчик в Тенетопе, но и лучший следопыт. Я могу уловить запах, и вице-каноник Хрондар от нас не уйдет. Мне нужно, чтобы кто-то прикрывал спину, пока я иду по следу. Придется работать в паре. Ну окей, погнали. Ага. Тогда я буду твоей тенью и сообщу, когда нападу на запах, который оставил Хрондар. Погнали. Канонику нет, мы опоздали. Вице-каноник Хрондар выглядит так, как другие трупы, которых мы видели в руинах Тен-Маур-Волк. Рассмотрим получше. Хотя тело недавно притащили сюда, оно холодное и уже разлагается, будто человек умер задолго до остальных. Следов борьбы на трупе определенно нет. Вы замечаете, на его груди виднеется маленькое отверстие, а кожа слегка обуглена. То есть он еще до событий стал этим. Он предатель. It's a trap. Что-то не так. Судя по запаху, он умер очень давно. Да, он явно был убит, не сейчас. Если каноник был мертв все это время, значит, атаку на пещеру спровоцировал похититель облика? Или он выдавал себя за него еще тогда, когда мы потеряли других вице-каноников? Ты можешь различать похитителей облика по запаху? Как же ты ничего не заметил раньше? Хрондар всегда пах медом. Я должен был, Зуд. Какие секреты уже известны Доминиону? Так, нужно рассказать другим каноникам. Ты прав, они придумают, что делать. Должны придумать. Несмотря на свои грубые манеры, вице-каноник Хрондар был героем для многих в Стормхолде. Когда все закончится, его нужно будет похоронить с почестями. Ну да.
Нужно найти этого самозванца, пока он не одурачил кого-нибудь еще. Но, думаю, я знаю, где он скрывается. И где же? Хрондар приказал нам держаться подальше от ближайшего холма. Если то был похититель облика, это явно было сказано неспроста. Держу пари, он прячется под холмом. Там, где должен быть вход в подземный храмовый комплекс. Что за вход? Дверной проход, возможно, лестница или своего рода портал. Я бы присоединился к тебе, но я бесполезен в ближнем бою. Возьми лук. Так, ну ладно. Я сообщу вице-каноникам о том, что произошло. Хорошо? Хрондар будет отомщен. Я найду самозванца. О, как героически мы ответили. Очень удобный навык. Ну, погнали в храмовый комплекс. Ротацией мне явно надо еще поработать. О, портал. Погнали. Руины Тенмаур-Волк. Ну, кому тут даст звездюлей? О, Лирант. Подойди ко мне, смертный. Именно здесь находится вход. Любопытно. Ты вмешиваешься в работу их заклинаний и не боишься сражаться с ними в открытую. О, как же он недооценил тебя, как недооценил. Это ты стоишь за похитителями облика? Да, наивный ты дурак. Я позволила им вытащить меня из обревена, связать мою сущность и вытягивать мою силу, потому что на самом деле за их жалкими планами стою я. Кто бы мог подумать, да? Так, откуда мне знать, что тебе можно доверять? Ниоткуда, дорогой смертный. Но в твоих интересах позволить мне станцевать на внутренностях тех, кто схватил меня. За небольшую услугу я расскажу тебе о планах Доминиона. Зачем они пришли в Тенетопь, чьи облики они похитили, да все что угодно. И за какую услугу? Тебе нужно найти пару алтарей, которые меня связывают. Они дальше в глубине пещер. Сделай это, и я клянусь поделиться с тобой планами Доминиона и направить тебя к самой ценной их находке. К тому же я клянусь не осквернять твой труп в день твоего погребения. Выгодная сделка. Возможно, что нужно сделать с алтарями. Внутри каждого алтаря находится простое средоточие. Прикосновение смертного разрушит его и снимет с меня путы. Затем я выполню свою часть сделки. Ну, погнали. Подожди, чувак. Я вернусь к тебе. Нет, сначала пойдем к тому типу. Ты кто такой?
Дремора набросится на тебя в одно мгновение, вероятно, твое последнее мгновение. Бьюсь об заклад, она вытащит сердце из твоей груди, чтобы показать тебе его. Ну как? Есть другой способ остановить похитителей? Возможно. Я потратил много душных ночей, слушая, о чем говорит Рувитар, высокий эльф, заправляющий здесь. Уверен, что смогу сложить все воедино. Но мои друзья заперты в светящихся камнях. Освободи их, и я помогу тебе. Честная сделка. Ну, хорошо. Я освобожу твоих друзей, если ты поможешь мне. Так, а где держат твоих друзей? Доминион заточил их души в странные камни, а они на платформах светятся словно в амасу на охоте. Рувитар жаловался, что эти камни слишком хрупки. Разбей их, думаю, мои друзья окажутся на свободе. А могу я и освободить Лилит? Ой, Лирант. И помочь. В общем, всем помочь. А, не могу. Ну ладно. Здорово, мужики. А, прошу прощения, не мужики оказались. Так, поговорить с Бидротом у внутреннего алтаря. Так. Хорошо, что ты не освободил Дремора. Мы оба стали бы ленточками в ее волосах. За ней находится дверь, что Рувитар называл хранилищем. Там у них в огромных чанах хранится живица Хиста. А зачем им живица? Как часть магии похитителей облика. Но мне больше интересно, где они достали ее в таком количестве. Хотя, постой, не хочу знать. Что бы они ни сделали с живицей, она стала легковоспламеняемой. Как только мы войдем в хранилище, подожги чаны, чтобы положить конец этому кошмару. А как мы попадем в хранилище? Это самая простая часть. Я 100 раз слышал, как Рувитар бормотал слова. Может, тебе и удастся извлечь пользу из этой Дремора, прежде чем она сообразит, что ты провел ее. Ты не настолько глуп, чтобы разбрасываться своим доверием. Похвально, правда. Но ты не продвинешься дальше без моей помощи. Сними путы и освободи меня. Так, ты обещала рассказать мне о планах Доминиона. Твоя сдержанность невыносимо соблазнительна. Хорошо. Рувитар использовал живицу Хиста и мою украденную сущность для создания своих похитителей облика. Живица позволяет красть воспоминания жертвы. И все это, чтобы достать яйцо памяти. С ним он захватит все Чернотопье. Как яйцо памяти поможет ему захватить Чернотопье?
Мое терпение становится тоньше, чем станешь ты после того, как я раздавлю тебя своим пыточным поясом. Не выполнишь условия сделки, я познакомлю тебя с такой болью, которую ты никогда и не представлял, смертный. Постой, что эта болотная крыса делает с дверью хранилища? Он открывает ее. Тогда посмотри на свою погибель, Руитар и его трофей. Блин, а можно я ее все-таки освобожу? Она мне помогать будет еще. Я это точно знаю. Ну ладно, нет, так нет. Так, ну идем уничтожать чаны. Хуёво как-то они охраняются. Так, убить лже-вице-каноника Хродгара. Наверху, да? За пакт. Погнали, ящерка, побеседуем. Так, ты остановил похитителей облика. Я могу вернуться домой. А Руитар, что насчет него? Да, я слышал, он жаловался, что в этих руинах есть не все, что ему необходимо. Он ушел искать место силы, где он может использовать свое особое яйцо. Сука. Как там он его назвал? Яйцо памяти. Да, оно самое. Вот, этот портал ведет на ту сторону руин. Я останусь здесь и займусь освобождением пленников, которые могли застрять внутри. И если ты намерен сообщить о Рувитаре вице-каноникам, может быть, не будешь упоминать обо мне, хорошо? Опа, ну ладно. Да, по болотам теперь шароебимся. Кстати, я себе на будущую сборку шапочку нашел, смотри, какая красивая. Прям как этот Ван Хелсинг. А костюм есть подходящий? А не, старый Ван Хелсинг из этого, с Хью Джекманом, который. Не порти мне впечатление. Так костюмов нормальных нету под эту шапку, ладно. Так. Сдаем квест и идем на перекур. Так, Укацей сообщил нам, что ты побывал в руинах, где скрывался лжевица-каноник Хрондар. Боже, блядь. Еще одну приставку я просто не выговорю. Что бы там ни случилось, это вызвало серьезную панику у Доминиона. Мы выждали момент и вырвались из пещеры. Вице-каноник Хейтамин была ранена, но она будет в порядке. Все смогли выбраться? Да, Хейтамин винит себя за то, что вице-каноник Хрондар погиб. Она говорит, что должна была догадаться. Бедняжка. Нас всех одурачили. Но хватит о наших проблемах.
Да-да-да-да-да, тут без пол-литра не разберешь, не выговорю, короче. Так, ты остановил самозванца? Да, я остановил его, но у Доминиона есть нечто под названием яйцо памяти. Это правое, которое. Ой, я скипнул. Ага. Пока вице-каноник Хейтамин восстанавливает силы, мы должны придумать, как забрать яйцо памяти у Доминиона. Что ты знаешь о его местонахождении? Высокий эльф Рувитар перенес его в место силы. Я не знаю, куда именно. Может, это генерал Доминиона? Кем бы он ни был, мы остановим его шествие по Тинитопе. У Кацеи теперь глава разведчиков, которые займутся его поисками. Клянусь, этот Рувитар заплатит за все те ужасы, что Доминион принес в эти земли. Да, яйцо Кощея. О, новые штаны, наконец-то. Так, яйцо памяти, я ничего не знаю о таком. Если оно из Тинитопи, то, возможно, аргоняне знают больше. А Хейтамин, может спросить ее? Предлагаю поступить иначе. Аргонианские хранители знают истории и легенды своих земель. А отправляйся на пруды потомства и спроси у них, что из себя представляет это яйцо памяти. Так, ладно, встретимся на прудах. На прудах. У меня в пути это место отдыха, база отдыха называется пруды. И напялим каштанишки. Ну, там прям буквально пруды, так что... По-моему, село называется еще рядом пруды. Так, что мы можем вкинуть сюда? О! Вот так. И теперь я больше галдишки буду получать. По-моему, на 10%, если я не ошибаюсь, да? Да. Ну вот, а теперь перекур. Вот это вот надо будет вкачать. Все-таки рано или поздно в это... Или скорость верхового животного. Как сложно. Нет, чертежи. Чертежи мне важнее. Все-таки рано или поздно домообустройством займемся. Так, ладненько, все, перекур.
Так, я вернулся, и мы продолжаем. Кстати, интересный момент. Сейчас 6 человек на стриме, но пишешь только ты, Дэн. Вы хоть, не знаю, плюсаните в чат, что ли. Так, а мы тем временем пойдем общаться с Сервиной на прудах потомства. Отправляемся на пруды. Те, кто жили в Путивле, те знают. Книжницу мы заберем. Это человеки. Здоров, человеки. Кстати, интересный момент в двуручных саблях — это то, что я урон по площади наношу. Дам тебе на будущее. Итак. Хранительница Аммисей была доброй женщиной. Она заботилась... Не, ну так-то да. Ну, есть такое понятие вивинг. Загугли на будущее, кстати. Очень полезная фича. Прерывает анимацию скилла через легкую атаку и позволяет раньше использовать новый скилл. Так, хранительница Аммисей была доброй женщиной. Она заботилась о яйцах, понимаешь? Она была нянькой всему органианскому выводку. А они безжалостно убили ее. Доминион зарезал ее и оставил гнить. Что случилось? Ох, надеюсь, я не права. Вице-каноник Хрондар в лапах Доминиона. Пруды потомства, должно быть, они узнали и про них тоже. Нужно обязательно узнать, какую роль играет яйцо памяти в планах Доминиона. Это очень важно. Они приносят на эту землю одну лишь мерзость. Если ты еще не видел, пруды потомства кишат силами Доминиона. Они убивают всех, кто пытается уйти. Единственная хорошая новость — они не тронули яйца. Не можешь выяснить, почему? Ну и чем я могу помочь? Я бы хотела, чтобы ты уничтожил любого солдата Доминиона, который встретится на пути. Но тихий подход более предпочтителен. Как бы то ни было, хранитель Узит-Ай знает, как нам выиграть время, пока я не приведу подкрепление. Поговори с ним. Хорошо. Укацей нашел церемониальное облачение в сундуке позади меня. Он пробрался мимо стражи Доминиона, но один из их тигров унюхал его. Его ранили, но не смертельно. Ты можешь использовать облачение, чтобы пробраться внутрь. Хранитель Узитай где-то там. Только приглядывай за тиграми. А что будешь делать ты? Доложу о масштабах атаки. Вице-каноник Хейтамин должна узнать об этом. Надеюсь, вскоре вернуться с подкреплением. Мы освободим пруды потомства от Доминиона. Если увидишь возможность помочь хранителям, обязательно воспользуйся ею. Хорошо. Замаскируемся, пожалуй. О, ну, вылитый органианин. Я не пойму, настройка сбросилась или что? А ну. Так. Панель автоматическая? Да, сбросилась. Охренеть. Так. Нас спасут тигры, но кто-то нас уже от тигров спас. Хе-хе.
Помощник, ты должен знать, что... Да, кажется, вижу. Что привело тебя ко мне, помощник? Вице-каноник Сервина послала меня разузнать о планах Доминиона. Доминион ничего не говорит нам. Тех, кто уходит, они убивают. Тем, кто остается, они позволяют жить. Мы не знаем почему. Мы продолжаем готовиться к вылуплению. Они не пытаются остановить нас. Пока. Чем я могу помочь? Яйца уже покрываются влагой. Прежде чем мы начнем вылупление, мне хотелось бы узнать о намерениях Доминиона, но я не могу просить тебя подвергать себя такой опасности. Да я могу справиться с Доминионом, не парься. Тогда ступай, зажги жаровни в Занмирах первого света и заходящего солнца. Проходя... Влажные яйца, да. Проходя среди солдат Доминиона, держи ухо востро. Нужно узнать, собираются ли они причинить нам вред. Мне также нужна помощь Телескит. Поищи ее, если она жива. Скажи ей, что мне нужна помощь. Так, а еще я вспомнил, что мне надо проходить ежедневный этот... данж. Поэтому мы встанем в очередь как ДД и пойдем дальше по квесту. Я надеюсь, меня не закинет в какой-нибудь убер-хардовый данж. Мужики, вы дадите пройти, да? Да, спасибо. И вам здорово. Лейтенант Альдононда. Ай, блядь, не долетел. Ладно, тигров не вижу, поэтому можно обойти. Книжка. Тут у нас помощница, да? Да. Ты пришел остановить солдат Доминиона, которые истребляют моих родичей? Что? Нет, хранитель Узитай просил меня найти тебя. Хранитель Узитай может пойти и пересчитать свои чешуйки. Это значит на арганианском может пойти нахуй. Доминионские сухошкурые приготовили и съели одно из наших нераскрытых яиц. Клянусь скорлупой, я не позволю им навредить еще хоть одному яйцу. И что ты предлагаешь? Сделай так, чтобы яйцо, которое он сожрал, стало его последним блюдом. Пролей его кровь на землю там, где она сможет питать корни. Покажи, что мы готовы сражаться ради защиты наших детей. Окей. Но... Подожди, женщина. Перед этим мы активируем еще один хвакел. Кто-то слишком долго данжи ищется. 100 пудов закинут в какие-то ебеня. Не полите, не полите, не полите. Тигр? И тут тигр. Вы издеваетесь? О, спасибо, мой хороший. Большое тебе человеческое, вернее, данмерское спасибо. Так, еще один факел зажжен. Кого тут ёбнуть надо? Тебя. И... Эх!
Все отлично. Все, идем к хранителю. Что-то не хочет меня рягать в подземелье, бля. Давай еще раз попробуем. На вершинах Занмиров горят жаровни. Что тебе удалось узнать о планах Доминиона? Пруды подомства. После вылупления они убьют всех, кто там есть. Уверена, все это делается не просто ради бойни. Чего они добиваются, выжидая перед тем, как убить нас? Они могут сделать это сейчас и покончить с этим местом. Готовится что-то зловещее, но у нас нет времени. Ну да, видишь, типа, ну еще и ДДшка, и ДДшек сильно дохера, поэтому мало регает. Так, ладно, вице-каноник Сервина вскоре прибудет с подкреплением. Тогда есть надежда. Когда подойдет срок вылупления, Доминион, скорее всего, будет следить за ритуалом. Ты останешься с нами, несмотря на опасность? Естественно. Тогда нам нужно начинать. Так, надо замаскироваться. Что произошло? Что случилось? Доминион, они обрекут всех нас на погибель. Кому давать пизды? Так. Ист, наша связь прервалась. Что произошло? Я не чувствую хист. Вот чего, должно быть, ждал Доминион. Посмотреть, провалится ли вылупление. Что ты имеешь в виду? Без хиста яйца не могут проклюнуться. Теперь здесь лишь пустота. Я чувствую ее. Она окружает дерево. Ты видел, что она сделала с Ахатай? То же произойдет и с нашими невылупившимися яйцами. Чем я могу помочь? Я отдам себя в жертву Ситису, чтобы сдерживать пустоту. Это необходимо. Спаси яйца. Убереги яйца от пустоты. Погнали спасать яйца. Ура! Спасаем яйки. Это важно, да. Спасаем сколько можем. Быстро, быстро, быстро. Все, нету, нет, есть, а не, нету. Он ушел, он умер за яйца. Работало, они в безопасности. Мне удалось спасти несколько яиц. Несколько, говоришь? Они убили наш выводок наших детей. За что? Но тебе удалось спасти несколько. Это хорошо, это должно быть хорошо. Что ты собираешься делать дальше? Нужно восстановить нашу связь с Хистом. Без этого наш молодняк никогда не покинет пруды. И их прохладную воду. Доминион мог сделать нечто подобное только при помощи могущественного артефакта. Powerful Artifacts. У Доминиона есть нечто под названием яйцо памяти. Значит, все еще хуже, чем я думала. Яйцо памяти несет в себе воспоминания Хиста. Разорвать нашу связь — это меньшее, что они могут с ним сделать. Пойдем, нужно покинуть это место.
Что случилось? Помощница Телескит с тобой, но где остальные? Мертвы. Доминион атаковал после того, как ритуал вылупления провалился. Значит, мы опоздали. Помощница Телексит и я спасли несколько яиц. Хвала Вивеку, хоть какие-то хорошие новости. Мы отнесем яйца в Хисмир, где они будут в безопасности. Ты отлично справился с этими неприятностями. Без твоей помощи Доминион убил бы половину нового поколения органиан. Так, тяжелое, не интересует. А яйцо памяти, тебе удалось выяснить, что Доминион собирается делать с ним? Помощница считает, что они использовали его, чтобы остановить ритуал вылупления. Теперь понятно, зачем Рувитар искал место силы. Если Доминион заберет яйцо памяти в свои земли, они смогут издалека прерывать любой ритуал вылупления органиан. А девятины топи могут наполнить энергией яйцо памяти. Думаю, я знаю. Когда наши разведчики обнаружили признаки присутствия Доминиона на западе, вице-каноник Хейтамин провела отряд солдат к Айлейдским руинам Лариасель. О, как я вычитал. Прям на одном дыхании название назвал. Так, поспеши туда и расскажи ей о том, что знаешь. А теперь, извини, мне нужно очистить пруды потомства от вредителей. Эйтамин и я встретимся у руин. А уже заебемся мы скакать. Да, по-любому. Покурил и начал выговаривать нормально. Так, тут у нас книжечка. Блин, уже 8 человек смотрит. По крайней мере, мне пишет, что 8. И никто не плюсует в чатик. Хоть признаки жизни подайте. Я просто энергетик маленький еще выпил. Попробовал энергетик от Моршинской. Не на правах рекламы, мне все равно за это не заплатят. Но энергетик довольно вкусный. Не знал, что Моршинская энергетики делает. Не, реально. Воля называется энергетик. Прикольный. Это да. Так, где квест? Ага, квест еще в 300 метрах. Скачем дальше. Вот, блядь. Так. Вице-каноник Хейтамин попросила нас присматривать за южным проходом. Кажется, Доминион решил добраться сюда любой ценой. Лариасель им крайне необходим. Вице-каноник решила лично выяснить, зачем. А что случилось? Хейтамин со своим отрядом отправилась выяснить причины интереса Доминиона к руинам Лариасель.
Некоторое время назад из руин вылезли ламии. Чем я могу помочь герою руин Тен Маур Волк? Лореаль Париж, да. Так, я знаю, зачем Доминиону яйцо. Вице-каноник Хейтамин должна узнать об этом как можно скорее. Она отправилась в руины наверху, чтобы осмотреть последствия битвы между Доминионом и ламиями. Ступай быстро и тихо. Найду их, не ссыкуй. Так, а что там за камушек у нас? Камень змея. Змей нам не надо. О, где? Ага, вижу. Лариасель всегда был гнездом для ламий, а Доминион разворошил его. Говори потише, я так понимаю, у них весьма тонкий слух. Тен Маур Волк озарял единственный луч света, и это ты. Давай же, освети и мой день. Блин, так и влюбиться можно, ящерка моя. Так, я знаю, что Рувитар собирается сделать и зачем ему яйцо. Хотелось бы мне порадоваться твоим успехам и улыбнуться шире, чем рыба-убийца, но я подозреваю, что Рувитар собирается использовать яйцо для какого-то неописуемого ужаса. Что ж, говори. Он хочет разорвать связь между Хистом и Аргонианами. Это все? Тогда мы должны остановить его, и немедленно. Обыщи останки лагеря, поищи зацепки, мы должны понять, где скрывается Рувитар. Я соберу солдат и подготовлю к штурму руин. Ну, посмотрим. Дневник читать не будем, слишком много. Так, на запястьях мертвого аргонянина виднеются свежие следы шрамов от кандалов. Из-под его тела вытекает липкая субстанция. А ну что за субстанция? Вязкая субстанция, похожа на смесь живицы, дерева и крови. Она медленно вытекает из смертельной раны на его груди. Его тело все еще теплое. На внутренней части воротника его рубашки виднеется надпись «Объект 17». Отсылка на Assassin's Creed. И какая-то запись еще. Где Хейтамин? Ты видел ее? Наши разведчики заметили основные силы Доминиона. Где Доминион? Доминион отступил в руины после того, как ламии сильно их потрепали. Если мы ударим сейчас, пока они не оправились от ранений, мы сможем отомстить им за Тен Маур Волк. Хейтамин собирает солдат, чтобы атаковать руины. Тогда нам нужно выяснить, где крокодил прячет свою голову. Так мы сможем сразить его одним ударом. Я не должен просить, но после руин
Я просто обязан. Знай мы, куда движется Рувитар, мы могли бы нанести внезапный удар. Не окажешь ли нам честь, отыскав логово крокодила? Да, я войду в руины и отыщу, где он. Интересно, меня в данж пустят сегодня или нет? Да не, обычный данж зарегал. А, Казди. Ты это... Резких движений не делай. Ты кошка. Рувитар запер нас здесь. Все товарищи Казди мертвы, убиты грязными змеюками. Разумеется, этот воин пакта сейчас убьет беднягу Казди. Бля, теперь не убью. Это болото, я ненавижу его. Бесконечное горе, бедная Казди. Где Рувитар? Вопросы не клинки, да? Милосердный воин пакта жалится над Казди. Рувитар забрал свое большое светящееся яйцо за эту дверь и запечатал ее. Он как паук с кушаком. Относитесь с уважением, постоянно отдавайте честь. Но Казди знает, паук он и есть паук. Рувитар паук? Нет, высокий эльф. Но он творит ужасные вещи с болотными ящерицами через их особые деревья, а отравляет их, как паук, своим укусом. Понимаешь, Рувитар использует свое светящееся яйцо, чтобы уничтожить болотных ящериц. Из-за двери, как трус без когтей. Это все, что знает Казди. Так, как остановить Рувитар? Открой запечатанную дверь. Раздави Рувитара. Помой ноги. Помой ноги? А, после того, как раздавишь. Ох уж эти каджиты. Казди может помочь взломать печать. Рувитар часто хвастается своей защитой, так что Казди знает ее как свои усы. А что, я должен тебе верить? Все просто. Казди желает остановить этого высокого эльфа без когтей, который убивает младенцев болотных ящериц. Да, ноги мыть и спать. И оставляет умирать солдат Доминиона. И вновь увидеть Эльсвейр, быть может. Казди покажет тебе, как снять печать на двери, но Рувитар твоя забота. По рукам? Ну, ты можешь помочь, но я свяжу тебе руки. Блядь, а как она замки вскрывать будет, если ты свяжешь ей руки? Ну ладно. Веди, друг Казди. О, я уже друг. И что нам нужно сделать сначала? Рувитар черпает энергию из 3 айлейтских кристаллов, чтобы держать дверь закрытой. Если активировать кристаллы, они заберут свою энергию из двери. Затем ты откроешь дверь, и Рувитар получит по заслугам. Просто, да? И где эти кристаллы? Так, первый возле запечатанной двери, другие в той же комнате, но держатся высоко в когтях. Не бойся, милосердный друг, путь, ведущий к когтям, пролегает через полчища злых мертвецов и бесчетное количество змеюк. Не бойся, говорит. О, данж.
Сейчас мы по-быстрому пробегим данж. Надеюсь, меня не убьют. Для чего мне надо данж? Объясняю сразу, для кристалла трансмутации. Господа, мы идем. Не, стоп, отмена. Квест отказать. Я его потом сам пройду. Вот так, погнали. Ну, мы идем, что вы стали? Да, это лайтовый данж, причем даже не из этого, не из DLC, поэтому он легкий. Такие данжи в соло проходятся. Ну, на изи, в смысле. Тут особо даже механики запоминать не обязательно. Хардовые это вот если данжи эти, как их, блядь, DLC-шные или ветеранские, вот там, да, там механики уже потихоньку надо запоминать. Ой-ой-ой, не то нажал, случайно. Где босс? Он сейчас вылезет, О, новая шапочка. Если хочешь прям полноценно прочувствовать... Ага, это свои. Прям полноценно прочувствовать механику данжей, то это тебе в ветеранку. Но это попа-боль. Это большая попа-боль. Тут люди даже обходные пути уже знают. Это у нас... По бою.
Но вот это вот и в ветеранках, особенно в DLC-шных ветеранках. А, все пройдено. Да. Принять вложение. Все. Теперь ливаем из группы и ливаем из локации. Изи. Вот для вот этих вот камушков. Ну, я же говорю, мне суть главное это трансмуты выбивать. На остальное мне пока что посрать. Так, ага, и левел жаб. Окейшки. Так, идем. Продолжаем квесты. Кому там яйцо разбить? А, все, вспомнил, да. Мы помогаем кошка-девочке. Ну, точнее, кошка-девочка помогает нам. Вот тпхнулись мы. Ей ничего не сказали. Пойдем. Мне наверх. Типы уже тут все позачищали. Собаки дикие. Следующий камушек. И эх.
Еще один камушек. И теперь на низ. Распорядительница Нулим Малем сказала, что ты внутри, но о твоей пленнице из Доминиона не было ни слова. Я ожидала тебя, но только не одного из солдат, которыми командует Ровитар. Я так понимаю, она твоя пленница, да? Ты ее допросил, верно? Ровитар хорошо спрятался. Если бы не Казди, я бы не смог пробиться сквозь его защиту. Уж прости, но я не стану ее благодарить. Она одна из тех, по чьей вине погиб вице-каноник Хрондер. Но, впрочем, Каджитка твоя пленница. Что бы ты с ней сделал? О, что бы я с ней сделал? Ну да ладно. Так, возможно, стоит проявить снисходительность. Ты шутишь? Доминион похитил облик наших солдат, убил вице-каноника и уничтожил яйца в тот час, когда из них вылуплялись детеныши Арганиан. Отрубай ей голову, вот это будет снисхождением. Она заработала себе свободу. Это она показала мне, где скрывается Ровитар. Ты хочешь просто отпустить одного из этих доминионских преступников после всех тех ужасов, что они принесли в Тенетопь? Ровитар хочет истребить Арганиан как вид. Ты заслужил мое доверие, но этого я принять не могу. Так, а вот тут мы сработаем на убеждение. Хоть Ровитар и негодяй, но Кадзи ненавидит его. Позволь ей доложить о его полном провале своим хозяевам. Умно, они будут считать, что эксперименты, которые проводил Ровитар, пустая трата ресурсов и сосредоточат свое внимание на чем-то другом. Я выпровожу Каджитку из руин и буду ждать тебя во внутреннем дворе. Окей, я отправляюсь немедленно. Подожди, да вы заебете. Если лишь один из нас выберется из этих руин, позволь мне поблагодарить тебя от лица всех жителей Тенетопи. Да направит тебя Ситис в темноте и избавит тебя от твоих объятий. От своих объятий. Покуда ты не пожелаешь этого. Спасибо. Должно быть, с возрастом я стала сентиментальной. Все эти смерти давят на меня, словно вторая чешуя. Но ведь дальше больше. Ты готов доказать, что Ровитар не в силах сломить пакт? Конечно, готов. Если у тебя получится схватить его, мы сможем отдать его под суд в Стормхолде. Заставить ответить за все, что он сделал. Но я буду рада, если голову на пику... Если насадить... Прошу прощения, но я буду рада насадить его голову на пику. Как сказал бы вице-каноник Хрондер, вставь этому эльфу меч промеж булок. Мне нравился этот чувак. Так, Ровитар будет остановлен. Идем вставлять этому эльфу меч промеж булок. У меня меч большой, еще и горящий. Раздвигайте, хлопцы, булки. Это оказалось проще, чем я думал. Ровитар заслуживает, чтобы его тело сожрали в массу, но сейчас нам нужно вернуть яйцо памяти. Ну, погнали возвращать яйцо. О, великая чистка в гильдии началась. Вот и яйцо. Что это чудовище с ним сделало? Яйцо памяти. Мне даже немного страшно его касаться. Мы не опоздали? А что с ним не так? Ты не слышишь шум? Слух режет, словно в ушах мясные мухи поселились, и запах, как будто мох и шкуру Алита подпалили. Но нужно вытащить его из этих руин до того, как вернется Доминион. И как мы его понесем? Тебе Ровитар что, руки отрезал?
Шучу, друг мой. Никто не должен трогать яйцо памяти, пока я не буду уверена, что это не какие-нибудь происки Доминиона. Пожалуйста, отойди. Для этого мне придется предельно сконцентрироваться. Будь начеку. Я слышу, как шумит яйцо памяти. Какое неистовство. Вице-каноник, все в порядке? Яйцо памяти держит ее в каком-то трансе. Мы должны разбудить ее. Так, что произошло? Она сказала, что яйцо памяти испытывает сильную боль. Без сомнения, в этом виноват Рувитар. Да иссохнет его труп до основания. Нам нужно разбудить вице-каноника, прежде чем яйцо памяти разорвет ее на части... разорвет на части ее разум. И каким образом впасть в такой же транс? Ну, естественно. Ай, блядь. Так. Удивительно. Ты тронул яйцо, да? Тогда наши умы сплелись внутри самого Хиста. И что это за струи? Вряд ли это часть Хиста. Может быть, это следы экспериментов, которые оставил Рувитар. Если это так, нужно избавиться от них. Какие идеи? Тут есть какая-то хитрость? Может быть. Видимо, нам нужно подойти к самой сути и обшарить каждый уголок, чтобы найти решение. О, подсказка. Самой сути. И каждый уголок. У тебя получилось. Чувствуешь, воздух стал другой. Здесь что-то есть. Я не уверена. Ну ладно, неважно. Так. Тут нам надо поговорить с братьями Хиста. Наши мысли обращаются против нас. У кого еще есть воля, кроме рабов плоти? Пришло ли время песни Ситиса нести пустоту? Должны ли они испытать страх, а затем ничего? Ага. Что вас так тревожит? Мысли нашего брата как грозовые раскаты, и все-таки мы не понимаем. Он говорит, что вице-каноники меняют свои шкуры, как водные змеи, чтобы скрыть свои истинные намерения. Где тут правда? Так, ага. Правду надо рассказать. Они сделали это против его воли. Вот это вот последнее. Тогда мы оставим нашего брата с правдой, раб плоти. Аминь, бро. Так, следующий. Резня. Их кровь отравляет землю. Работа тех, кто служит, или тех, кто забыл свое место. Мы изведем жизнь на этих болотах, прежде чем они вырвут наши корни из земли. Что тебя тревожит? Мы чувствуем гнев нашего брата, но не понимаем. Он говорит, что вице-каноник темных эльфов пришла на пруды потомства и пыталась уничтожить яйца. Что это значит? Не, нифига, она пыталась спасти яйца. Тогда мы оставим нашего брата с правдой. Короче, этим типам надо просто рассказать правду. Мы слышали стенание, чувствовали дрожь корней, но то, что говорил наш брат о рабах плоти, этого не может быть. Что случилось? Страх нашего брата пронизывает... Да, горькая правда. Страх нашего брата пронизывает корни.
Он утверждает, что рабы плоти кипятят нашу кровь в железных чанах. И все по приказу Даэдра. Где в этом правда? Рувитар кипятил живицу Хистадри. Мора была его пленницей. Тогда мы оставим нашего брата с правдой, раб плоти. Чё ты кричишь? А меня? Малыш, покинь память гнили, подойди к нам и поговори. А, со столбом поговорить. Рабы плоти редкие гости в наших видениях, малыш. Витки твоих мыслей согревают наши. Скоро мы пробудимся и будем питаться, пока вновь не выздоровеем. Тебе нужно уходить, иначе тебя раздавят наши сны. А где вице-каноник Хитамин? Когда ты оживил наш сон, мы узнали о ее великом предназначении и выслали ее из сна, но мы не могли выслать тебя вот так сразу. Ты исцелил раны, которые нанес нам раб плоти Рувитар, малыш. Хист всегда будет грезить о тебе. Ну как я у самого Хиста, это авторитет. А что произойдет с Хистом, с тобой? В сезонах, которые грядут, мы будем расти и цвести. Наши корни сольются с изнуренными корнями наших братьев. Они исцелятся так же, как и мы. Тебе удалось исправить наше будущее. Иди же. С тобой наше благословение. Аминь, братан. Выпусти меня теперь. Спасибо. Ань и иди, да, кашпировские ебаные. Так. Так, вижу, ты в добром здравии. Что до меня, я чувствую себя на 10 лет моложе. Смотри, как у меня чешуя блестит. Ну да, трошки подомолодили. Не сомневаюсь, что у тебя есть вопросы, спрашивай. Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать после всей твоей помощи. Первый вопрос, какого хера я на корабле? После того, как мои солдаты вытащили нас из руин, меня попросили отвезти яйцо памяти Пакту. Поэтому ты на корабле. Вскоре он отбудет из Тенетопи в Скайрим. Зуд, у тебя болит голова? По моей, кажется, стучали как по барабану. Бижа. Так. У тебя было чувство, что Хист проник в твой разум? У меня в голове роились такие странные мысли. Но мне они не принадлежали. Слушай, я себя чувствую так, словно только что вылупилась, а они называют меня героиней Пакта. Так ты доставишь яйцо Пакту? Таков план. Встреча будет в Скайриме. Скайрим для нордов, а не в Морнхолде. У правителя нордов тоже есть артефакт, который он хочет показать на собрании. Пора отправляться в земли льда и снега. То я тоже в деле? Конечно, твое присутствие обязательно. Так всегда бывает, когда к тебе приходит слава и богатство. Имперские ублюдки, да. Да, и советую сходить к корабельщице, если только ты не собираешься идти по морю пешком. Понятно. Так, а вот квест из болот в снега — это уже следующие локации квест. А следующая локация у нас Истмарк. А Истмарк у нас... Вот он. Это что у нас в Истмарке за город? Виндхельм, да? Да. О, там еще черный пердел. Так, ну так как корабельщица, это уже переход дальше. Мы пойдем в начало. В самое начало. Конечно, не хочется переводить деньги, но ближайший телепорт... А где ближайший телепорт? А, ближайший телепорт рядом. Так что теперь будем бегать по болоту и закрывать эту локацию.
Кстати, по-моему, уже весь Skyrim. А, не весь. Вот еще локация закрытая. Вот получается, вот так Skyrim идет. И Солтис закрыт тоже. Что за серое уебище? Это не вампирский замок? Не, вроде нет. Ладно. Так, степехаемся сюда и отправляемся по кристальчик. О, в какую сторону? Так, вот в эту сторону. Там квест мы в том данже общественном проходить не будем. Потому что общественные данжи это как общественные туалеты. Нахуй не надо. Просто пробегим и заберем этот кристалл. А он у нас в самой жопе, да? Ага, вверх, направо и до конца. Что тут? Отмычка, ладно, мать так. Пули просто хера. Вот и кристальчик. Ну, и уходим отсюда. Так, а еще у меня 2 очка навыков. Но мне нечего пока изучать. Какого хера? Ах ты говно. Не, ребята, идите в баню. Хорошо, что в этой игре они не выходят за пределы локаций. То сейчас бы бегал еще полдня от них. Так. И. Ближайшее важное место у нас Альтенкаремонт. Альтенкаремонт. Они тут по алфавиту или что? Стормфолд, да не. Да, нет, да, нет. И. Угу. Ну, в принципе, значит, идем сначала.
Все равно все проходить постепенно, правильно. Погнали. Так, драуги стали беспокойными с тех пор, как прибыл Доминион. Доминион здесь? Да, они разбили лагерь неподалеку отсюда и стали атаковать драугов, приводя их в ярость. Скоро они узнают о священных реликвиях Матери Болота. О каких реликвиях речь? Эти священные камни помогают успокаивать драугов. Если, Если Доминион получит их, распорядитель Сервилд Стальной Ветер и его сын Ньорлунд пришли защитить болото. Пожалуйста, поговори с Сервильдом. Его лагерь на обочине главной дороги. Может, у него есть какие соображения? Хорошо. Но сделаем мы это опять после перекура. Так что скоро будем, не переключайтесь.
Так, прошу прощения, мы продолжаем. Так, нам надо найти Сервильда Стального Ветра. Ай, бог помилуй. Сильвестра Сталлоне, да. Осторожнее, это место опасное и без рыскающих вокруг вражеских солдат. Древоохранительница Ралитал, ага, сказал... А почему древоохранительница сказал? Ну да ладно. Сказал, что Доминион здесь. Вице-каноники в курсе? Возможно. Хрондор отправил меня в эту гнилую помойку добыть органианскую реликвию. Что-то, что преломит ход войны. Вероятно, Доминион здесь по той же причине. А чем я могу помочь? Хочешь помочь? Принеси мне реликвии. Мы не можем допустить, чтобы они попали в руки Доминиона. Позаботься об этом для меня, и ты получишь награду из личного кошелька Хрондора. Ну, чувак, как бы тебе сказать, Хрондора уже нету. Ну да ладно, пусть верит в то, что он здесь поделал. Ладно, я достану их для тебя. Хорошо, ты найдешь их в маленьких реликвариях, разбросанных по округе. Если встретишь на болоте моего бездаря сына Ньорлунда, скажи ему возвращаться обратно в лагерь. Как только реликвии будут у нас, мы тут же выдвинемся в путь. А что за реликвии вообще? Они ничем не примечательны. Небольшие органианские резные фигурки. Понятия не имею, что в них такого важного. Ты найдешь их внутри 4 реликвариев возле каменных алтарей на болоте. А почему ты сам не соберешь их? Мы с сыном задержались в дороге. Разведчик пакта может появиться здесь в любой момент, чтобы забрать реликвии в Стормхолд. Если меня здесь не будет, он поднимет... Ага, приятного. Он поднимет такую тревогу, что разбудит мертвого из Громора. Я послал своего мальчика достать их, но он бездарь. А как зовут твоего сына? Ньорлунд. Мальчишка не может найти даже собственную задницу при помощи заклинания ясновидения. Это у него от распутной матери. Хватит болтать. Когда найдешь реликвии, принеси их сюда. Ну, погнали искать реликвии и Ньорлунда. Так, они пока не агрессивные. Это есть хорошо. Но это пока. Так, сундучок. А ну, мастерский? Нет, не мастерский. Ну и хер с ним. О, привет, торговка. А ну, забирай нахуй, что я насобирал тут. Молодец. Так, и первая реликвия. А вот, кстати, эти светящиеся штучки. Вторая. Так, так. Ага, там у нас... И последняя.
Так, а теперь поговорить с Ньорландом. Ты ненормальный? Разве ты не знаешь, что будет с дрэгами, если взять эти реликвии? Но твой отец велел мне их взять. Что? Мы же должны были защищать эти реликварии. Забрать реликвии худшее, что можно сделать. Это катастрофа. Он сказал, что ты ушел собирать их, но так и не вернулся. Если забрать реликвии, драуги упадут в ярость. Древохранители потеряют контроль над ними. Не поместить их обратно? Все не так просто. Для этого существует целый ритуал. Древоохранитель должен сначала успокоить дрэгов, а лишь затем вернуть реликварий. Но мой отец знает это. Он знает, что реликварий нельзя тревожить. Это безумие. И что мы можем сделать? Нужно предупредить древохранителей. Пусть пока что реликвия заберет древохранительница Рилатар. Ролитал. Ее лагерь возле руин. Она знает, что делать. Я вернусь в лагерь и поговорю с отцом. Всему этому должно быть логическое объяснение. Окей. Относим реликвии. Меня наебали. Вот, и теперь эти херни под названием Драуги агрятся на меня. Я очень этому рад. Спасибо. Мысли. Моего отца не было в нашем лагере. Постой, где древохранительница Ролила? Где древоохранительница и остальные? Древоохранитель никогда не оставляет огонь без присмотра. Их уже не было, когда я подошел. Даже если древохранительница отлучилась, кто-то другой из древоохранителей был остаться, чтобы поддерживать огонь. Мой отец скорее потеряет руку, чем ослушается приказа. Попахивает предательством. Бьюсь об заклад, это какой-то изощренный план Доминиона. Чем могу помочь? Дай эти реликвии мне. Ты сегодня уже наломал дров. Прости меня, я не вправе обвинять тебя, ты лишь следовал указаниям моего отца. Ты можешь доверять мне. Эти реликвии будут в безопасности со мной, пока мы не выясним, где древохранительница и другие. И где нам стоит искать? Должно быть, их забрали драуги. Они обезумели от жажды крови. Драуги заживо погребают свою добычу в куче затвердевшей грязи. Нужно найти их, прежде чем они задохнутся. Окей. Разделяемся и шукаем. Этот не пережил встречу с драугами. Ага, она тоже. И еще один. О! О, она живая. Наконец-то свобода. Здесь небезопасно. Пойдем в мой лагерь. Мать моя грязь. Ньорланд больше не дышит. Ситис призвал его обратно в хаос. Он был жив, когда я оставил его. Посмотри на клинок. Это оружие Сервильда. Что могло привести отца в такое безумие, что он убил собственного детеныша?
Сервильд попросил меня собрать реликвии. Значит, Сервильд предал нас всех. Возможно, им завладело какое-то безумие, или, может, он в сговоре с нашими врагами. Баланс должен быть восстановлен. Где сейчас эти реликвии? Ньорланд забрал их у меня. Вот его тело, а реликвии нигде не видно. Если Сервильд был агентом Доминиона, реликвии уже могут быть в руках наших врагов. Лишь вопрос времени, когда они научатся использовать их, чтобы контролировать Дрелгау. Куда Сервильд мог отнести реликвии? В лагерь Доминиона на краю болота. Я не воин, но кое-что могу сделать. Ритуал, который послужит отвлекающим маневром. Мне нужно что-нибудь из их лагеря, что-нибудь пропитанное их запахом. Ты сможешь достать что-то такое? Да без проблем. Так, когда добудешь эту вещь, принеси ее в реликварий в этих руинах. Я подготовлюсь к ритуалу и буду ждать тебя там. Так. Вещь с запахом солдат Доминиона. Трусы не стиранные, портянки. Что еще это может быть? Кто меня обнаружил? О! А теперь кто меня обнаружил? А никто. Пальный мешок. И уходим обратно. Я есть стелс. Валахисту, ты вернулся целым и невредимым. У тебя есть что-то с запахом нашего врага? Да, этот спальник должен пахнуть солдатами Доминиона. Положи его в реликварий. Мой ритуал посадит семя разрушения Доминиона в разумах Дреогов. И как работает этот ритуал? Запах жертвы помещается в священный сосуд, чтобы привлечь ближайшего хищника. Этот ритуал обернет Дреогов против сухопутных дураков, которые стремятся поработить их. Что ты имеешь в виду? Мощное зачарование образует связь между их носителем и маткой Дреогов. Если поместить их в реликварий и благословить, они успокаивающе действуют на ее рабочих. Эти реликварии священны для моего народа. Использование их в качестве оружия богохульства. Ладно, что надо делать? Доминион нужно остановить до того, как он прознает секреты этих реликвий, а Сервиль должен заплатить за убийство Ньорланда. Давай приступим. Помести предмет в реликварий. Ой, мама. Семя посажено. Дрелги в ярости от запаха Доминиона. Нужно остановить Сервильда и вернуть реликвии. Ветер подсказывает мне, что они возле мелководной пещеры в лагере Доминиона. Поспеши. А дрелги атакуют меня? Тебе нечего бояться. Твой запах, по их мнению, будет благословен солнцем, а сухошкурые Доминиона будут пахнуть добычей. Самой вкусной пресноводной форелью. Ступай скорее, пока Сервильд не сбежал с реликвиями. Ну, пошлите давать пиздюлей Сервильду. Так, а ну-ка, одну секунду. Чешуйка
Хаджмоты. Ну и ладно, хер с ними. Так. Так, так, тут уже кто-то побывал. О, доминионские флажки. А вот и Сервильд. Жаба. Так, ладно. Не отвлекаемся. Ветер поменялся, грозовые тучи развеялись. Реликварии у тебя, да? Я чувствую их. Да, они у меня. Сервиль не был предателем. Шпион Доминиона украл его облик. Зуд. Я слышала о подобных вещах, но не думала, что Доминион способен на такой ужасный поступок. Похитители облика. И все же духи Ньорланда и Сервильда воссоединятся с единым, а их пустые оболочки будут питать корни дерева. Большое тебе спасибо. Да не за что. Такая себе печальная история. Так. Вот теперь сюда пойдем. Да, далеко. Но начнем сверху и потом уже пойдем вниз. Так, что у нас тут за камушек? Камень тени. Крит увеличивает. А у меня... Что у меня вообще по криту? А у меня пока нет смысла переживать за крит.
проход снизу. Тут явно уже кто-то побывал. О. Что это? Ладно, это что-то из неизвестных мне. Приблуд. Стоп, а это не это. Не босс был, да? Ну ладно. Или все же босс? Ну ладно, хер с ними. Следующая локация, вот, тоже у нас кристальчик, надо забрать. Да, это тебе не коняка Скайрима. Ладно, а так и так не пройдем. Понял, там стекло, это закрытая зона, короче.
У меня уже 3. Навык качка. Но еще ничего не укачано. Печально. Очень-очень печально. Ну ладно, будем качать. Будем качать. Тут у нас застойная деревня. Это у нас где? Ага. Так, а где квест в застойной деревне? Ага, вижу. И буквально застроенные. Стоят и нихуя не делают. Смотрю, наглости тебе не занимать, раз ты позволяешь себе бродить здесь. Застойная деревня не имеет дел с некромантами. Опа. Некроманты? Какие некроманты? Ты не знаешь? Тогда, видимо, ты не из культа червя. Эти грязные некроманты напали на нашу деревню прошлой ночью. Мы схватили 3 их лейтенантов и заперли их в наших же хижинах. Но они довольно опасны, мы не знаем, что с ними делать. В вашей деревне есть последователи культа червя? Да, Гараг, Фельра и Драгуар. Мы заманили их в наши подвалы и заперли за ними двери. Тем не менее, они отказываются сложить оружие. Может быть, они послушают кого-то со стороны, если ты убедишь их сдаться. Застойная деревня будет у тебя в долгу. Окей, посмотрим. Так, ну, пошли к первому. Кто-то уже тут мертвый лежит. Не нравится мне это. А можно с тобой? Нет, по-моему, нельзя. Ну, я пытался договориться. Нет, так нет. Следующий. Следующий у нас тут. О, сундук. О, огни одноручный. Это какой? Все одноручное. 2 одинаковых меча дали, заебись. Ну, в смысле, не одинаковых, но одинаковых. Теперь у подвал. Тебе тоже дать письку надо, да? И последний. Тебе тоже надо пиздюлей давать, да? Ну, ладно. Я думал, с ними хоть договориться можно будет как-то.
Военачальник Хелушк прислал посыльных с вестями, что культисты червя отказались сдаваться. Что ж, печально. Но это не твоя вина. Застойная деревня в долгу перед тобой. По правде говоря, я опасалась, что лейтенанты культа червя специально забрались в наши подвалы, чтобы работать с темной магией в нашей деревне. Что за темная магия тебя пугает? Ну, ты доказал, что являешься другом нашей деревни, и как другу мы раскроем тебе наш секрет. Это проще показать, чем объяснить. Пожалуйста, не пугайся. О! Прикольно. Не бойся, мы все те же, какими были до того, как подхватили этот недуг. Годы назад болезнь прокатилась по нашим землям. Мне нужно было что-то сделать, чтобы защитить свой народ. Вот почему я заключила сделку с Даэдра. Ты заключила сделку Даэдра? С кем именно? Перед болезнью наши шахтеры наткнулись на старый храм Клавикуса Вайла. Когда мы начали умирать, я обратилась к даэдрическому князю сделок, чтобы спасти нашу деревню любой ценой. Я попросила у Даэдра невосприимчивости к болезни. Ты видишь, какой оказалась цена? Какое отношение это имеет к культу червя? Прошлой ночью культисты украли камни душ, реликвию, удерживающую наши души. Придет время, и они воспользуются ими, чтобы поработить нас. Мы не хотим становиться рабами культа червя. Шаман Чира утверждает, что у нее есть план, как постановить их, но для этого нужна твоя помощь. Пожалуйста, поговори с ним. Окей. Погнали к шаману. Ты убил шавок из культа червя. Вождь Сулак рассказывала тебе, что культ украл у нас камни душ, да? Разгадав их тайне, они поработят всю нашу деревню. Вождь Сулак сказала, что у тебя есть план. Да. И если еще не слишком поздно. Когда Клавикус Вайл проклял нас на это пустое существование, он поместил наши души в камни душ. Их нужно вернуть. Хорошо. Это проще сказать, чем сделать. Энергия, защищающая эту реликвию, убивает все живое, что прикасается к ней. Но есть выход. Сделай подношение Клавикусу Вайлу, и камни душ примут тебя за одного из нас. Тогда ты сможешь безопасно забрать их у культа червя. И где нужно сделать подношение, и что я должен пожертвовать? Возьми этот тотем. Военачальник Хилушк может пропустить тебя в храм князя Даэдра, а оказавшись внутри, помести тотем в кровавый фонтан в качестве подношения. Хорошо. Погнали. Вечная жизнь полна преимуществ. Нет нужды сдерживать удары во время тренировок. Что тебе нужно, незнакомец? Шаман сказал, что ты пропустишь меня в храм. Этот дурак думает, что культ червя сможет смять наших гордых воинов. Застойная деревня не сдается. Я бы сказал, что он бесхребетный, если бы лично не видел его хребта. У нас нет сердец, чтобы наполнить их страхом, или крови, которая могла бы состыть в жилах. Нет удара, который был бы смертельным для нас. Нас не остановить. Тогда как культ червя одолел вас? Мы не можем умереть, но можем пасть на время. Именно так культисты и сокрушили одного из акалитов, которых пестовал шаман Чира, и украли камни душ. Вот ключ от храма. Когда закончишь, помощница Марах будет ждать твоего возвращения. Скажи ей, чтобы она не потеряла и этот. Понятно? Окей. Ага. Подношение Клавикусу Вайлу. О! А вот он. Ты принес дар как учтиво, но я не могу принять его, не предоставив в ответ своего.
Я знаю, я поделюсь тем же даром, что получила деревня. Теперь ты можешь пинать свой собственный череп. Ха-ха-ха. Да, он был в Скайриме, Клавикус Вайл. Пёсель вот этот вот еще был. Теперь я проклят так же, как и вы. Теперь нам надо идти давать пиздюлей культу червя. Шаман Чира сказала мне ожидать тебя, но... Постой, что-то не так, в смысле, помимо отсутствия у тебя плоти и крови. Благословение Зена. Проклятие на тебе лишь временное. Ты можешь благополучно вернуть ко мне душ. Ты уверена, что я не останусь скелетом навсегда? Определенно. Шаман Чира и я изучали проклятие десятилетиями. Полагаю, это такая шутка Клавикуса Вайла, хотя я не могу быть уверенной в намерениях любого из князей Даэдра. Пока я в этом облике, я непобедим? Нет, что бы тебе ни сказал военачальник Халушк, грубая сила может загнать тебя в землю. Если бы не шаман Чира и его магия, мои кости до сих пор бы оставались в той куче, где меня оставил культ червя. Мы часто используем магические источники из храма, как тот, что около меня. Прошлой ночью культисты забрали один из них, но шаман Чира спрятал у себя еще один. Остальные находятся внутри храма. Можешь использоваться ими, если все еще будешь греметь костями. Так, и куда культ червя утащил камни душ? К счастью для нас, я думаю, наперед. Годы назад я примостила к ним косточку фаланги своего пальца. И я чувствую, что камни душ все еще где-то в их ближайшем лагере. После того, как задашь этим немытым культистам хорошую трепку, верни камни душ в деревню. Их должна получить вождь Сулак. Окей. Идем давать пиздюлей культистам. По дороге активируем телепорт. Ну, сука. Ага. Все-таки яд это хорошая вещь. Так, и относим обратно камушек. Ты вернулся. Тебе удалось отыскать камни? Да, они в безопасности. Значит, культ червя больше не властен над нашей деревней, но и я теперь тоже. После того, как камни душ украли, военачальник и шаман попросили меня уйти. Но пока они спорят о нашем будущем, я вправе назначить судью, и я назначаю тебя. И что нужно решить? Останется застойная деревня или нет? Сохрани камни души, мы продолжим свое существование в том же виде между жизнью и смертью. Уничтожь их, и ты положишь конец проклятию, дав нам возможность упокоиться. А почему я?
Ты лично столкнулся с этим проклятием. Кому, как не тебе, решать нашу судьбу? Хилушк и Чира могут помочь тебе принять решение. Поговори с ними. Чира причитает о проклятии, но настоящее проклятие то, что камни душ всегда дают кому-то возможность управлять нами. С этим нужно покончить раз и навсегда. Как мне использовать камни? Сохрани камни душ навсегда. У дара Клавикуса Вайла есть свои недостатки, но это единственная жизнь, что у нас осталась. Не позволяй слабакам отнять ее. В глубинах дейдрических руин есть комната с 2 жаровнями, которые всегда горят. Чира очень умен, надо отдать ему должное, он догадался, для чего они нужны. Помести камни душ в лед вечного сна, и ты сохранишь нас навсегда. Я еще с Чирой поговорю. Очень скоро камни душ раскроют все свои секреты культу червя, раз уже не смогли наложить на них руки. Сможет и кто-то другой. Эта мука никогда не кончится, если ты ничего не сможешь сделать. Уничтожь их, и Клавикус Вайл больше не сможет на нас повлиять. Может, наши кости и превратятся в прах, зато души наконец будут свободными. Да ну, хай живут. Так и поступлю. Застойная деревня не достанется некромантам. Так. Я, может, очень жестоко поступаю, конечно, с этой деревней, но мне они нравятся, я не хочу их уничтожать. Да, милые, веселые ребята, дружелюбные. Еще не поздно. Уничтожь камни, и мы избавимся от мучений. Не все же из вас считают, что камни... Это херня плохая. Тебе удалось прочувствовать истинное великолепие дара, который получила застойная деревня. Интересно, каков твой дар им? Сохранить их существование или прекратить его навсегда? Сохраним. Бессердечное животное. Ты хочешь забрать у них возможность умереть взаправду, заставив их влачить жалкое существование до скончания дней? Ты слишком слаб, чтобы позволить им покой, которого заслуживают все. Ну, я думаю, он бы нас обхуесосил в любом случае. Ну да, нам в борьбе с остальными альянсами не помешала бы бессмертная гвардия. Так, ты выбрал то, что мы не могли выбрать сами. Камни душ больше не имеют над нами власти, и мы, наконец, сможем думать о нашем будущем. Спасибо, судья. Застойная деревня всегда будет ждать тебя с распростертыми объятиями. Застойная деревня спасена от скудоумия и тирании некромантии. Более того, ты подарил нам будущее.
Возможно, за пределами этих хижин в болоте. Теперь мы принадлежим себе сами, благодаря твоей помощи. Ну, вот и все. Так, шо по навыкам? Шо по навыкам? О! Время действия. А копье Эдра нет, только вот это вот. Окей. Так, и мне дали образ скелета теперь правильный. Да, я могу теперь с такой хуйней ходить. Но мне она не нравится. Так, на сегодня мы будем заканчивать. А завтра пойдем на Mood Tree Village. Это деревня, деревня болотного этого дерева. Деревня болотного дерева. А, глиняного дерева. Да. Да, блядь, еще бегать и бегать. Ну, думаю, в 3 выпуска мы точно уложимся. А хотя, если завтра хороший темп возьмем, то может и в 2. Так что все тогда. Спасибо за просмотр и доброй ночи.